Всем привет, с вами Дэн, и у нас новиночка от San Martin, и это модель SN0036G. Открываем коробочку и смотрим, что там внутри. Ну, конечно же, классический travel кейс, инструменты для укорачивания браслета, брелок. Напишите в комментарии, сколько брелков от San Martin у вас есть. Гарантийная карточка и, конечно же, инструкция. Ну и самое главное, мы с вами делаем вот так вот. Раз, два. И распаковываем, а потом продолжаем уже этот видос. И вот такая у нас новиночка от лидера среди, наверное, китайских микробрендов San Martin, который продолжает уходить от какого-то хоможирования. И здесь вполне себе очередная самостоятельная модель на таком вот граненом браслете с граненым корпусом. И посмотрите, даже вот такой студийный искусственный свет, и все переливается, прям вот сатинирование и полировка, и все это прям чувствуется класс и качество. Ну, давайте по характеристикам сразу пройдемся. Значит, здесь у нас диаметр 41 мм, то есть весьма и весьма универсально. 316L сталь по корпусу, по браслету. Внутри стоит Seagull ST2130. Здесь глухая крышка. Ну, Seagull ST2130, пожалуй, наверное, лучший из сигаловских базовых трехстылочных механизмов. 600 метров водозащита, либо 60 атмосфер, и есть гелевый клапан автоматический, и 600 метров это, по-моему, самая большая водозащита в истории San Martin. Круто. Безель на 120 кликов с керамической вставкой. Очень четкий, максимально уверенный, очень удобно брать, он такой прям здесь хваткий, я бы сказал. Их на самом деле несколько версий, вот такой вот корпус, такой браслет и циферблат черный, и есть синяя версия, есть оранжевая, есть черный. Безель, мне показалось, что, наверное, синий все-таки самое интересное, как-то немножко разнообразить по цветам черный матовый циферблат, а здесь матовый циферблат неспроста, потому что у нас все-таки водозащита аж 600 метров, так что матовый здесь в тему. Но San Martin добавил здесь немножечко элементов шика, потому что полировочка идет и по стрелкам, и по меткам, метки объемные, 3D, ну, все как мы любим у San Martin, поэтому здесь вот этот вот шик, он остался. Сапфир плюс внутреннее антибликовое покрытие, суперлюминова C1 и суперлюминова BGWX1, здесь по меткам и стрелочкам. И стоимость на AliExpress на момент записи ролика без скидок, купонов и всего остального прочего примерно 29 тысяч рублей. Ну, собственно, я ссылку оставлю и будете смотреть, сколько там на момент выхода ролика. 39,2 у нас по безелю, по корпусу, я думаю, будет побольше. По корпусу 41 с небольшим, ну, собственно, как и заявлено. И высота, с учетом того, что стекло чуть возвышается, но немножко купольное, 13,8. Браслет у нас 20, да, получается. Давайте еще вот здесь вот примерим между ушками, потому что что-то у меня получилось 19. Так, да, еще чуть-чуть больше. Да, 20 по браслету. Ну, так что можно будет стороннее что-то ставить. И 48,3 от ушка до ушка. Ну, размеры максимально универсальные. 41, да, у нас безель чуть уже, чем основная часть корпуса. Поэтому часы будут носиться чуть меньше, чем истинный 41 мм. Вот мое запястье 18,5. Про запас сантиметров 6. Так что на любое запястье, на небольшое, на среднее, на крупное, ну особенно, мне кажется, на среднее эти часы подойдут. Я так смотрю сейчас со стороны, конечно... Качество San Martin вот просто невооруженным глазом видно, потому что вот это вот сочетание полировочки, сатинирования, грани резкие, острые, просто настолько звеняще круто сделано. Ну вот, честно говоря, вот когда такие часы на запястье, думаешь, ну какая-то у тебя, наверное, Seamaster Omega. Ну вот реально, качество просто вау. Но мы сейчас с вами посмотрим более детально и обязательно, конечно же, напишите в комментариях, с кем, с чем, с каким брендом, с какой моделью эти часы сравнить. Потому что, ну, именно в плане обработки, понятно, что механизмы-то у всех разные, но вот в плане отделки, обработки, может быть, дизайна их стоит, конечно, посравнивать.
По весу, мне кажется, здесь вес будет приличный, потому что такие тяжеленькие, металла много здесь. 179 грамм, да, на запястье они чувствуются, мне нравится, когда часы чувствуются на запястье, но опять же у всех свое мнение. Да, ушки здесь достаточно длинные, да, и мне кажется, что если на эти часы поставить ремешок, то это будет заметней, потому что здесь, ну, браслет, он такой, как бы немножко скрадывает, да, вот это вот острие и длину ушек, и на ремне немножко по-другому будет восприниматься, но здесь настолько классный браслет, что я даже не представляю, что кто-то в здравом уме будет ставить какой-то ремень, потому что вы просто посмотрите на это. Ну, Сан Мартин сейчас бенчмарк среди всех микробрендов, не только китайских, но и всех любых. Все микробренды делаются в Китае, там, за редким исключением. И, собственно, здесь Сан Мартин сам делает браслеты, сам их разрабатывает, свое оборудование, и поэтому они делают просто первоклассные. Лучшие на данный момент на рынке я ничего лучше не встречал. Они, в принципе, дадут фору, пожалуй, практически всем швейцарским браслетам, включая топ-бренды. Ну, посмотрите, на канале есть разные ролики по сравнению. Посмотрите сатинирование, да, у нас по боковой части корпуса. Здесь все по красоте. Здесь еще такая наклеечка синяя на... Не обращайте, что называется, внимание, да, на гелевом клапане. Ну и вот у нас здесь сатинирование. По ребрам браслета идет зеркалка. С нижней части все прям так аккуратно. Несмотря на то, что кажется, прям они резкие переходы, но мягко. Здесь все мягко. Уже второй год, как Сан Мартин делает с нижней части мягкие браслеты. И здесь, конечно... Вау, 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 очень круто сделано. Если вы не пробовали Сан Мартины 25-26 года, то вы, в принципе, ничего не знаете об этом бренде, потому что все изменилось. Здесь у нас застежка такая fly, как они называют. Кнопочку нажимаем и можем подстраивать браслет щелчками. Я ношу такой браслет с такой застежкой от Сан Мартина. Мне кажется, это очень удобно, потому что один щелчок примерно 1 миллиметр. Очень удобно, прям ты чувствуешь, как оно фиксируется. И вот когда летом, особенно жара, когда нужно на миллиметре где-то подкрутить, вот оно прям очень-очень удобно. Ну и здесь сатинирование по браслету, по корпусу одного и того же качества. Это круто. Зеркало у нас по ребру корпуса с одной и с другой стороны. И основная часть все-таки по браслету, по корпусу идет сатинирование. Ну, надеюсь, камера передает вот это вот качество, это звенящее качество корпуса, браслета тем более, да. И здесь, конечно, просто потрясающее качество отделки. Ну и по циферблату. Отлично все исполнено. Классический циферблат такой а-ля ролексовый стиль. Что-то здесь есть от Меги, что-то от Ролекса. Но в целом адаптированный такой вот достаточно своеобразный дизайн. И особенно это касается граненых частей корпуса и, конечно, по браслету. Здесь Сан Мартин делает достаточно универсальную модель. Но та модель, которая в целом не похожа на другие, не похожа на конкурентов. Но при этом она вот как по мне, так максимально универсальная. И немножко вот синяя вставка керамическая на циферблате, она добавляет хоть какого-то цвета, потому что если бы здесь было черное плюс черное, ну, наверное, было бы достаточно скучновато. Или ролексоподобно. А ролексоподобные все дайверы, они, как мне кажется, на одно лицо и достаточно скучные. Но это мое личное мнение. О, да. Здесь все красиво. Здесь все восхитительно. Браслет, корпус, ну, круто. Единственное, к чему могу придраться, это здесь нет системы быстрой замены браслета. Да, пусть браслет идеальный, пусть браслет просто бомбический, но хотелось бы быструю замену, чтобы, если что, поставить, например, каучук или, например, кожаный ремешок, чтобы вот ощутить эти красивые ушки с красивыми изгибами и излобами на этом корпусе. Ну что ж, вот такая новиночка, такая модель, как мне кажется, в плане отделки, в плане стиля. Здесь такое все, вот стиль, он такой сдержанный, отделка потрясающая и соотношение цена-качество, как всегда, у Сан Мартин отличное. На этом у меня все. Всем пока, с вами был Дэн, конечно же, увидимся.